Дорогие друзья, сегодня покажу вам, как приготовить булочки с маком на дрожжевом тесте. Они получаются очень вкусные, мягкие, как пух. Ну что ж, приступим. Сначала приготовим опару. Нам понадобится теплое молоко, но не горячее, 5 грамм сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахара. Перемешиваем и оставляем опару подходить примерно на 20 минут. Когда сверху появились пузырьки, добавляем остальные ингредиенты. 80 грамм сахара, чайная ложка ванильного сахара, половина чайной ложки соли, 60 грамм растопленного сливочного масла и 2 яйца. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Смесь взбивать не нужно, просто перемешиваем, чтобы разбить структуру яйца. Муку добавляем порционно и обязательно просеиваем через сито. Добавили 200 грамм муки и перемешиваем. Когда вмешали муку, добавляем еще 200 грамм. Всего нам понадобится 450-460 грамм муки. Когда перемешивать ложкой стало тяжело, вымешиваем тесто руками. Если тесто сильно прилипает, припыляем стол мукой, но не увлекаемся, чтобы не забить тесто. Все ингредиенты и пропорции будут указаны в описании под видео. Тесто получается мягкое и не липнет к рукам. Миску, в которой будет подходить тесто, смазываем подсолнечным маслом. Тесто также немного смазываем подсолнечным маслом. Накрываем пищевой пленкой и посередине делаем небольшое отверстие, чтобы тесто могло дышать. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место, чтобы подходило примерно на час-полтора. За это время тесто отлично подошло. Припыляем стол мукой и раскатываем тесто в прямоугольный пласт. А вы тем временем подпишитесь на мой канал и не забудьте поставить лайк этому видео, а также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать выпуск новых вкусных рецептов. Рецепт такого дрожжевого теста очень удачный, с ним легко работать. Я раскатала пласт размером 40 на 50 сантиметров. Для начинки я использую готовую маковую начинку. Она вкусная, сладкая и не нужно тратить время на ее приготовление. Начинку равномерно распределяю по всему тесту. По краям оставляю примерно 1,5 см, чтобы тесто можно было защипнуть. Со стороны, которая шире, сворачиваю рулет. Я это делаю без подручных средств, просто руками. Вдоль шва тесто тщательно защипываю. Переворачиваю рулет швом вниз. Аккуратно все поправляю и формирую одинаковый диаметр по всей длине рулета. Высота моих булочек будет 4 см. Предварительно я сделала надрезы ножом на рулете, чтобы видеть, где разрезать. Разрезать рулет удобно обычной нитью. Тогда срез получается ровный и начинка не размазывается. Но разрезать можно и ножом. Попробуйте, как вам будет удобнее. Выкладываем булочки на расстоянии друг от друга на противень, застеленный пергаментной бумагой. Бумагу смазывать ничем не нужно. Перед выпечкой булочки должны еще подойти, поэтому накрываем их пищевой пленкой и полотенцем. Через 20 минут булочки подошли, смазывать будем разболтанным яйцом.
Чтобы булочки были красивые, румяные, смазываем их сверху и по бокам. Выпекать будем в разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут. Какие же красивые они получились, а запах сладкой выпечки разносится по всей кухне. Дрожжевое тесто по этому рецепту можно использовать не только для булочек, но и для пирожков либо рогаликов. И начинка может быть любая, например, яблочное повидло, творог, либо вишни. Булочки получились мягусенькое, тесто как пух. От души рекомендую этот рецепт маковых булочек. Обязательно приготовьте, порадуйте свою семью. Приятного аппетита!